Российская армия наступает на юге Украины, Дания готовится к войне в Европе, а в России планируют охотиться за геями. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Российский депутат решил проверять сексуальную ориентацию всех чиновников. Как Госдума реализует планы Хинштейна? Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого. Польша формирует спецподразделение из украинцев, которые выехали за границу. О подготовке таких военных проговорились в эфире украинского телеканала. В НАТО же раскрыли свои планы на украинских военных. Вы получили важные уроки и опыт, которые мы можем получить от вас. Наступление россиян в Запорожской области. Изменилась ли линия фронта на этом направлении и почему оккупанты заявили о захвате Работина? Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под нашим роликом. Начинаем. Польшей из мужчин, которые ранее выехали из Украины, формируется подразделение, которое вскоре отправятся на фронт. Речь идет о якобы сотнях желающих воевать, но при этом получить должное обучение именно в заграничных центрах. Об этом в эфире украинского телеканала рассказал народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук. Он говорит, что такая подготовка началась благодаря инициативе морпехов. Больше деталей не раскрывает. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польше скоро появится совместный учебный центр НАТО и Украины. Вы получили важные уроки и опыт, которые мы можем получить от вас. Мы счастливы делиться своими знаниями, учить вас тому, что мы умеем, но нам нужно очень многому научиться у вас. И я надеюсь, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет принято важное решение относительно совместного центра обучения и оценивания, который должен быть создан в Бydgoszczy в Польше. После этого мы сможем продолжать обучать вас, но мы также получим и ваш военный опыт. Это хорошо и для нас, и для вас. Российские пропагандисты не могут определиться, что происходит в Работино Запорожской области. Одни решили заявить о продвижении российских войск и полном контроле над этим населенным пунктом. В то же время Z-блогеры утверждают, что не все так однозначно и ситуация тяжелая. В первую очередь с закреплением оккупантов в этой точке. В сети появляются видео, якобы снятые в самом Работино. Подлинность кадров мы не можем подтвердить, но российская сторона утверждает, что они полностью уничтожили это село в Запорожской области и теперь не знают, как прятаться в голом поле. В Генштабе ВСУ о возможной потере Работина не сообщали. В Европе не исключают того варианта, что путинские войска нападут на Европейский Союз. Именно поэтому сейчас Европе необходимо подготовиться к такому столкновению, говорит посол Дании в Киеве Оли Микельсен. Он напомнил, что уже в этом году Киев получит от Дании самолеты F-16 и заявил, что победа России может привести к тяжелым последствиям для самой Европы. Сейчас линия фронта переместилась дальше, на восток, но нам все равно необходимо проявить солидарность с теми, кто сейчас находится на передовой. И, вероятно, именно так думают многие датчане. И они, по сути, знают, что ваша свобода – это также и наша свобода. Если вы потеряете свою свободу, мы потеряем и свою. Напомню, в Европе неоднократно говорили о том, что в ближайшие 10 лет Россия сможет нарастить свой военный потенциал и решиться на военное столкновение с НАТО. Точкой такой битвы назывался Сувалкский коридор. В то же время Wall Street Journal пишет о том, что сейчас внутри НАТО существуют споры относительно того, что ждет мир. Планировщики Альянса, пишет издание, считают, что в краткосрочной перспективе войны между Россией и НАТО не будет. Однако, судя по всему, такого варианта полностью не исключают. Авторы издания пишут, что НАТО называет терроризм и Россию своими главными угрозами. В то же время многие чиновники в Турции и других странах-членах Альянса, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами, нелегальной миграцией и терроризмом.
Си Цзиньпинь собирается вбить клин между Европой и США и предложить европейским лидерам то, что не может им предложить Вашингтон. Речь идет о экономической выгоде. Об этом пишет Bloomberg. Путешествие лидера КНР начнется в начале мая, сообщает китайский МИД. Запад будет активно следить за этим визитом. Товарищ Си поедет в Сербию, Венгрию, а уже потом во Францию. В Париже Макрон попытается углубить свои личные связи с лидером Китая и постарается убедить Си Цзиньпина в том, что он должен повлиять на Путина. Этот визит – первый визит главы китайского государства в Европу за последние 5 лет. Он имеет большое значение для общего развития отношений Китая с Францией, Сербией, Венгрией и Европой. Он также придаст новый импульс мирному развитию мира. Китай готов сотрудничать с Францией и ЕС, чтобы использовать эту трехстороннюю встречу лидеров Китая, Франции и ЕС в качестве примера. Это возможность еще больше укрепить стратегически стабильный, конструктивный и взаимовыгодный характер китайско-европейских отношений. Депутат Госдумы хочет проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на пост. Не видит в этом ничего такого Александр Хинштейн, который известен тем, что уже неоднократно охотился за людьми, которых он считает геями России. В начале апреля он решил обвинить министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева в неких связях со своим подчиненным из-за того, что Бурцев неделю жил с тем в одном номере и выкладывал совместные фотографии в сеть. Теперь же Хинштейн хочет знать все и вся обо всех. Правда, о методах проверки сексуальной ориентации и будет ли заниматься этим лично, Хинштейн не говорит. Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого. Защита традиционных семейных ценностей – один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого 2 детей, и я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей, моих сыновей, представлял нетрадиционные сексуальные ценности. Россию сначала топило, а теперь штормит. Иркутскую область накрыли пыльные бури. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Все, конечно же, сносило, уносило. В некоторых населенных пунктах была практически нулевая видимость. Местные власти сообщали об обрывах электролинии, разрушениях в результате падения крыш. Вылетит ли сюда по поручению Путина министр МЧС Куренков, чтобы бороться со стихией и ее последствиями, особенно с песком и грязью, которые нанесло ветром, неясно. В Норвегии по инициативе Светланы Тихановской создали Международный гуманитарный фонд поддержки белорусских политзаключенных. Тем, кто пострадал от репрессий режима Лукашенко, фонд будет предоставлять медицинскую, психологическую и материальную помощь. На это норвежское правительство выделит порядка 850 тысяч евро. Такая сумма станет первым взносом. Известно, что этими средствами будут распоряжаться белорусские организации, которые помогают политзаключенным. Но, кроме всего, внести средства в фонд смогут другие правительства, других стран и организаций, и доноры. Ситуация с политзаключенными в Беларуси вызывает большую тревогу. Помощь очень необходима для реабилитации бывших политзаключенных и их семей.
Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором. Напомню еще раз, эти кнопки можно найти сразу под нашими роликами. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.